Я всегда сдержанно относился к маленькому Versys, хотя бы потому, что Tour Enduro с ходом вилки меньшим, чем у Yamaha R1, ну такое. И если взять 300-кубовые некитайские кроссоверы BMW 310 GS, KTM 390 Adventure и Versys 300, ни при каких обстоятельствах я бы себе такой мотоцикл не купил, даже имея совсем мало денег. Однако, вот какой момент. Если бы у меня был сейчас выбор, на каком из этих мотоциклов отправиться в путешествие, включая разбитые дороги и легкое бездорожье, я бы однозначно выбрал Versys 300. Да, мотоцикл с вилкой короче, чем у R1. Так что присаживайтесь, а я буду потихоньку объяснять свой выбор. Малыши BMW и KTM вызывают ощущение пробников марки. Покатайся пару месяцев и приходи за 750 GS или 890 Adventure. Вы не представляете, насколько это популярный сценарий. И к тому, что все малокубатурники это макеты 1 к 2, привыкаешь, а потом знакомишься с Versys X. Об ощущении этого мотоцикла красноречиво говорит хотя бы моя уверенность в течение нескольких лет в том, что Versys X стоит заметно дороже остальных 300-ок, что оказалось неправдой. Если смотреть 2017 год, Versys X в Европе стоил чуть дешевле BMW 310 GS, а KTM 390 Adventure еще не существовало. Если смотреть из 2023 года, Versys маленько устарел, потому что с момента выхода никак не развивался. Сейчас галогены и отсутствие электронных фишечек как-то слишком. Но по технике, отделке и прочему Kawasaki до сих пор вызывает ощущение полноценного туристического мотоцикла, только с маленьким двигателем. А что, так можно было? Поставить высокий руль, создать расслабленную эргономику как для пилота, так и пассажира, воткнуть эффективное ветровое стекло? Оказывается, не так уж и сложно. А еще помню, очень подкупало, что была комплектация Adventure с грамотным набором туристических аксессуаров. Кофры, дуги, защита рук за очень вменяемые деньги. Вообще Versys X белая ворона среди 300-ок и ощущается полноразмерным мотоциклом. Сравнивать эргономику с 310 GS и 390 Adventure совсем невозможно. У Versys X посадка удобнее даже, чем у некоторых среднекубатурников. Например, 750 GS или 890 Adventure менее комфортны для высокого роста. Или мой вечный аргумент, что любой 500-кубовый Adventure эргономичнее, в случае с Versys не совсем подходит. Например, на старом поколении CB500X посадка хуже. Да даже на старшем брате Versys 650 сидишь более скукоженный. Чего хотелось бы для полного счастья? Наполнитель в седло помягче и чуть расслабить колени. Здесь, впрочем, слегка островатый угол в коленях меньше напрягает, чем у других малокубатурников из-за удлиненного седла. У водителя есть диапазон, чтобы подвигаться вперед-назад. У пассажира тоже места больше, чем на других малокубатурках. Кстати, при всей неплохой эргономике для высоких мотоцикл нормально подходит и для среднего роста. Versys по высоте седла ровно между BMW и KTM. Если понять людей, которые отвергают KTM из-за того, что в базе он на 2 см выше, я со скрипом могу, то представить, что 1 см может повлиять на выбор, нет. Тем более мне показалось, что у Versys более покатистая форма седла и доставать до земли как-то удобнее. Плюс на Kawasaki более скользкая обивка сиденья, проще свешиваться на остановках. Отмечу, что само седло жесткое, как и у всех одноклассников, но никогда не понимал, в чем проблема добавить в обивку гели, если это беспокоит. Что еще мне очень нравится, у Versys руль на пару сантиметров уже одноклассников, даже несмотря на длинные грузики руля, которые в городе можно и убрать, чтобы мод совсем в любую щель лез. И зеркала не так, чтобы очень широко расставлены, например, на 390 Adventure шире. Но при всех водных у Kawasaki самые информативные зеркала в классе. Никакого секрета, руль высокий и зеркала высокие. У BMW, KTM и большинства малокубатурников с узкими низкими рулями 2/3 обзора занимают локти, и нужно выбирать, либо ты смотришь, что происходит на соседних полосах, либо сзади на твоей полосе. У Kawasaki видно все и сразу. И моя благодарность японцам за стекло. У BMW и KTM в погоне за стилем и стремительным силуэтом ставят очень наклоненное стекло-обрубок, толку от которого немного, и довести ветрозащиту до идеала с высоким ростом проблематично. У Kawasaki силуэт старперский и, наверное, байк выглядит довольно неуклюжим, но стекло выполняет свою функцию. Более-менее распыляет воздух даже при моем росте 188 см, и на магистрали не надо бороться с воздухом.
Плюс наклон стекла более вертикальный, поэтому легко можно ставить другие стекла любой высоты и надстраивать спойлеры без эффекта, что стекло лезет в нос. Когда порывистый ветер, чудес не будет, шлем начинает швырять туда-сюда, как и сам мотоцикл по полосе, но это у всех легких высоких мотоциклов так, надо смириться. Да, при всех полноценных габаритах мотоцикл такой же легкий, как BMW и KTM, даже с учетом его здорового бака. Если сравнивать сухой вес, Kawasaki легче конкурентов. Еще более удивительно добиться таких показателей с двухцилиндровым двигателем, который по логике тяжелее однушки. Двигатель Versys X – жемчужина в классе, фактически единственный двухцилиндровый молокомоторник от известных брендов. Формально есть еще Suzuki V-Strom 250, но он в Европе мало где был представлен. Это все-таки модель для Азии и Латинской Америки, да и показатели мощности и веса сильно хуже. Интересно, что по характеру Versys X ближе к литровому Versys, чем к 650-му. В чем нюанс? Когда мы берем настолько маленький объем и делим на два цилиндра, в двигателе получаются совсем крошечные поршни с коротким ходом. По геометрии двигатель Versys X похож на четырехцилиндровые 600-е спортбайки, где просто отключена половина цилиндров. Но ощущение ровно такое же, как на спортбайках. Бездонный диапазон оборотов и линейный рост мощности, пока не упрешься в отсечку ближе к 13 тысячам оборотов. Собственно, двигатель здесь от Ninja 300 со скромными изменениями, которые любой может сам в гараже сделать. Так добились большей тяги на низах. Главная фишка моторов с легкими поршнями и коротким ходом, и почему я фанатею от таких двигателей. Мотор в любых ситуациях легко и задорно крутится. В тесном городе оно не нужно, на бездорожье тем более. Но когда едешь на красивом серпантине на мотоцикле с короткими подвесками, четкой коробкой и двигателем, быстро и точно отзывающимся на поворот ручки газа, возникает синергия и момент неуловимого счастья. Versys 300 — единственный малокубатурник, который в горах может дать это ощущение. Обычно производители просто делают один мотор и выдаивают его во всей линейке. В малокубатурниках это один цилиндр. Ну, вот взять BMW. Единственный малокубатурный 310-й мотор для Naked, кроссовера и аж двух спортбайков. Одноцилиндровый спортбайк, ну а чего бы и нет. И это я не BMW ругаю, такая же история у всех. И возьмем Kawasaki. Помимо 250-кубового двигателя под кросс и эндуро, существует одноцилиндровая 300, которая ставится на KLX 300, и двухцилиндровая 300 для Ninja и Versys X. Плюс для японского рынка выпускается Versys X с двухцилиндровым 250-кубовым двигателем. И еще есть 250-кубовый четырехцилиндровый ZX25R. А еще есть 400-кубовый четырехцилиндровый ZX4 и двухцилиндровый мотор для Ninja 400. Никто, кроме Kawasaki, сейчас так моторы не делает. Даже Honda последние лет 10 перестала таким заниматься и сузила линейку двигателей. Не очень представляю, как разработка такой гаммы крайне нишевых моторов может окупаться. Склоняюсь к версии, что мотоциклы для Kawasaki — это чисто имиджевое направление, отсюда и безумно крутые моторы, сделанные как для себя, игнорируя тенденции рынка. В итоге продажи каждой модели в Европе крохотные, и при переходе на Евро 5 часть моделей просто убрали с европейского рынка. У меня на тесте как раз мотоцикл 2020 года, с 2021 года модель перестали продавать в Европе, у KLX такая же судьба. А конкуренты с одним универсальным мотором на несколько моделей остались, потому что один мотор, очевидно, переделывать под новые эко-нормы проще. Возвращаясь к двигателю, помните, я говорил, что BMW 310 имеет неприятный провал в районе 8000 оборотов, где как раз рабочие обороты на трассе. Versys — противоположная история. Это высокооборотистый двигатель, который любит крутиться, поэтому раскрывается как раз на скорости. Менее задумчивый, чем конкуренты, его приятно именно на трассе подкручивать. На магистрали от динамики меньше страдаешь, 130-140 км в час можно держать даже на подъеме, в отличие от большинства 300-ок, и запас по мощности есть, хоть и небольшой. Плюс поршеньки неплохо гасят первичные вибрации друг друга, а балансир справляется со вторичными. И двигатель Versys 300 сильно комфортнее и мягче, чем 390 Adventure или 310 GS. Забавно, что при всей мягкости у Versys первого года выпуска была отзывная кампания. Из-за вибраций могла выпасть лампочка стоп-сигнала. Единственная причина, почему у Kawasaki нет такого же комфорта на магистрали, как у среднекубатурников — звук.
125 км в час – это 10 тысяч оборотов на шестой передаче. Для двигателя Versys это нормально, он не в стрессе и может так работать бесконечно. Однако звенит он как на треке MotoGP. И даже в берушах этот звон начинает давить на уши. Хочется ехать помедленнее. Хотя в условиях города можно фанатеть от этого звука и даже воткнуть какой-то глушитель. Двигатель Versys X немного прожорливее, чем одноклассники одностволки, обычно на пол-литра больше ест, в каких-то режимах может быть разница до литра, что естественно для такой геометрии. Например, на 125 км в час ест 5 литров, конкуренты в районе 4,5 литров. К счастью, Kawasaki поставили полноразмерный бак, и мотоцикл на обычных трассах проезжает около 400 км, в отличие от 390 Adventure и уж тем более 310 GS. Думаешь о красоте вокруг, а не о заправке, так и должно быть у туристического мотоцикла. Что касается бездорожья или города, я думал, что настолько маленький и высокооборотистый двигатель совсем печаль. Трогается Versys, как и остальные 300-ки, потому что фактически у всех конкурентов низов нет. Их все надо крутить, а так как двигатель у Versys изначально проще раскручивается, каких-то преимуществ у одностволок и нет, разве что парочка продвинутых сценариев езды на грунте. Причем у Versys даже нет проблем, чтобы со второй спокойно трогаться. Гораздо больше будет напрягать типичная для малокубатурников игра с коробкой. В руководстве есть рекомендации по переключению передач. Так вот, Kawasaki считает, что оптимально переключаться на шестую передачу на 55 км в час. Между светофорами за 200 метров вам надо все передачи вверх прощелкать, а потом вниз. По-честному, я бы лучше на скутере по городу ездил, чем на любом малокубатурном мотоцикле. Все равно не послушаете, понтов от скутера меньше и ничем не подтвержденное мнение, что сев на скутер никогда не сможешь научиться переключать передачи. Валентино Росси вот в юности на скутерах катался, а будучи чемпионом мира не стеснялся ездить на скутере 50-ки по паддоку. В защиту Kawasaki коробка изумительная относительно одноцилиндровых конкурентов и сцепление очень легкое. На Versys сам процесс переключения передач доставляет некоторое удовольствие, чего лишены одностволки. Вдобавок здесь фирменная система легкого поиска нейтрали. При остановке с первой передачи мотоцикл всегда будет попадать на нейтраль, перескочить ее нельзя. Ну и давайте уже переходить к мясу. Что там у нас с бездорожьем? Сама вилка старомодная, не перевернутая. О божечки, это же не подрессоренная масса. В реальности на таких скоростях, с которыми ездят малокубатурники, ни на что особо не влияет. Слышал мнение о супер жесткой подвеске, у меня такого ощущения нет. Это не прям жесткий дорожник, ну и валким не назову. Весь трюк Versys — спецованные диски, которые здесь дополняют подвеску, благодаря чему даже по каменистым участкам ехать комфортно. Да, у подвески совсем узкий диапазон работы, но на скоростях в районе 40 км в час в незнакомых местах обычно так и едешь. Жить можно. Признаюсь, я ожидал, что будет хуже, но нет. Вполне получил удовольствие на несложных грунтовках, потому что не было завышенных ожиданий. Иногда хочется на низкой скорости чуть больше контроля, например, если заходишь в поворот, наезжаешь на какой-то булыжник и подвеска не глотает, а подпрыгивает, из-за чего более дискомфортно, чем на КТМ или BMW, но это мелочи. В прогулочном ритме ездить можно. Условные 60 км в час и выше уже опасны, на крупных неровностях со ступенькой подвеску запросто пробивает, а в кураже можно не заметить, на что наезжаешь. Дорожного просвета мотоциклу более чем хватает. Тут какой нюанс. Клиренс — это значение не в вакууме, нужно учитывать ходы подвесок. Например, переезжаешь камень, подвеска после проезда переднего колеса сжимается до минимума и картер встречается с камнем. У Versys подвески физически некуда сжиматься, она делает то же самое, просто быстрее становится жесткой. Физическая проходимость по факту такая же, ограничение только в максимальной способности поглощать удары. Скорее похоже на то, что едешь на перетянутой подвеске. Тут, к слову, нормальный амортизатор с рычажной прогрессией без приколов 650-го Versys. Или вот вам пример. На Тенерифе после Versys X оставалось пара дней, я еще взял на пробу Benelli TRK 251. Тенерифе не такой большой остров, поэтому я ездил по тем же самым тропинкам на Benelli. Точнее пытался, там совсем все плохо с подвеской и колесами, хотя формально ход вилки даже больше, чем у Kawasaki. Плюс у Versys отличная геометрия и эргономика, чтобы высокому человеку ездить в стойке. И руль в нужном месте, и ботами держишься за мотоцикл как надо.
На ТРК 251 даже чисто по эргономике сложно ехать стоя, все не так. В итоге на Бинелли я на обочине пару фоток сделал, а на самом деле все время ездил по асфальту. А на Versys мне интересно было скачивать бездорожные треки и по ним нормально кататься, точно так же, как я это делал бы на 390 Adventure. Без скидок, что я как-то должен контролировать себя. Да, на мотоцикле с вилкой короче, чем у Yamaha R1. Чтобы не показалось, что я как-то нахваливаю подвеску, нет, подвеска никакого отношения к турендуро не имеет. Но итоговый вариант у Versys в виде спецованных дисков и короткой подвески похож на то, как работает 390 Adventure или 310 GS с литыми дисками. Реальные ограничения будут довольно близки. Все три мотоцикла крайне плохо среагируют, если на 100 км в час наскочить на 10-сантиметровый камень или попасть в серию волн или перпендикулярную колею, а в режиме исследования по лесочку или щебню одинаково неплохо. Всю троицу полноценными турендуро не назвать, и у всех подвеска не оставляет приятного послевкусия, чтобы хотелось нащупывать границы скорости. Соглашусь с тем, что если на КТМ 390 поставить спицы и научиться ездить, можно горы свернуть, однако в реальности никто опциональные спицы на КТМ не ставит, и мод продают через сезон. Вот с какими пробегами продают эти мотоциклы. И это Испания, где технику используют круглый год, дождей почти нет и бесконечные горы. Катайся сколько душе угодно. Но большинство новичков через пару месяцев хотят кубатуру побольше. Это факт, просто смиритесь. Кстати, забавно слушать покупателей малокубатурных одностволок, что один из факторов выбора модели – экономия бензина. По статистике вся экономия – это 50 евро в течение года-двух. Вы все еще здесь? Тогда вот вам рандомная мыслишка в качестве вывода. Я думаю, Versys X хорошо спроектирован как турист, у Kawasaki почти получилось избежать проклятия мелкой кубатуры, но нет. Я все еще советую как первый мотоцикл хотя бы 500-600 кубов, особенно если вы собрались путешествовать. Совсем другое наслаждение на трассах. Если вами движет желание тренироваться на бездорожье или бездорожный туризм, берите софт эндуро за те же деньги и не выделывайтесь с полумерами. На Versys 390 Adventure или 310 GS вы не будете прогрессировать так же быстро, как на софте, и скорее всего забьете на обучение. Есть мнение, что можно научиться делать что-то на тяжелом мотоцикле, а потом легко будет повторить на легком. А в реальности на легком эндуро не боишься пробовать сложные элементы, потому что и вес, и подвеска все прощают, да и поломать эндурчик сложно. Быстро становится понятно, что на эндуро ты даже без навыков способен залезть довольно далеко и невольно начинаешь анализировать свои действия. А если вот так встать, вот так руки поставить и резко газ крутнуть, проезжаешь более стабильно и плавно, а если вот так, мотоцикл проедет, но будет пинаться на камнях. Когда понимаешь, как оно работает и какие действия на что влияют, повторить тот же фокус на тяжелом мотоцикле не проблема. Эндуро даст вам полноценную базу, кроссовер нет.